с какими сложностями мы столкнулись. Мы снесли все перегородки, выстроили заново. Жалюзийная дверка здесь все. В остальных комнатах было слоев 5 обоев. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Привет! Добро пожаловать. Привет! Давай пройдем дальше. Расскажи немножко про эту квартиру, где мы находимся, сколько она метров, сколько в ней комнат. Мы находимся в квартире на Грузинском валу, дом 18/15. Она двухкомнатная изначально до перепланировки. Сейчас это евро-двушка площадью 43 квадратных метра. Угу. А дом это как похоже на Брежневку, да? То есть это какой-то типовой он серии или нет? Ну, в документах написано, что он индивидуальный, как проект, индивидуального проекта. Дом кирпичный, 8-этажный, железобетонные перекрытия. И мы находимся на верхнем этаже, 8-м. Отсюда потрясающие виды. Меня зовут Наталья Короткова. Я стою у истоков активного развития хомстейджинга в России. Я являюсь основателем школы хомстейджинга, клуба для хомстейджеров и агентства хомстейджинга, в котором мы делаем проекты. Также я являюсь организатором первой в России конференции по хомстейджингу. В настоящее время прошло уже 4 конференции, но 2 последние уже в рамках ассоциации хомстейджеров, учредителем которой я являюсь. В этом выпуске я вам расскажу о своем первом объекте, который мы сделали с соинвесторами в рамках флиппинга. То есть это когда покупаете подешевле, делаете классный качественный ремонт и продаете дороже. Расскажу вам, с какими сложностями мы столкнулись, какие были интересные решения, что можно было бы сделать по-другому, и передам вам максимально тот опыт, который мы получили. Этот проект мы делали для продажи, то есть мы купили квартиру по достаточно неплохой цене, сделали в ней полностью ремонт, мы снесли все перегородки, выстроили заново. Здесь было вынесено буквально там больше 200 мешков мусора, и теперь мы будем ее продавать, ну то есть уже продаем. А расскажи, что здесь было до? Как выглядела квартира до ремонта? Квартира до ремонта выглядела достаточно оригинально. Здесь на кухне был сделан ремонт, ну такой, с плиткой, с натяжными потолками, но уже морально очень уставший. В остальных комнатах было, наверное, слоев 5 обоев, тоже был натяжной потолок, но ребята, которые здесь жили, они были очень креативными, и поэтому обои были исписаны разными историческими, наверное, посланиями потомкам. Это было довольно интересно. А обои друг на друга они прям клеили? Ну, прям как это было в старом фонде, всегда там в советское время клеили обои, на них еще одни, потом еще одни. Сначала газетку проклеивали. Да, и газетки там тоже были. А что вы здесь переделали? Вы меняли проводку, коммуникации? Мы меняли полностью все, то есть мы сносили перегородки, выстраивали их заново, тут полностью вся электрика, сантехника, там и, ну, все полностью обустройство заново. А какой бюджет вышел ремонт? Бюджет ремонта вместе с всем наполнением, всеми там чашечками, салфетками, где-то под 2 миллиона. Достаточно яркая квартира. Чем вдохновлялись? Почему такой яркий стиль? Да, это, наверное, такая спорная история, но мне, наверное, очень хотелось реализовать свои хотелки, мечты, сделать квартиру, которая мне самой бы очень сильно нравилась. Это квартира в ретро-стиле, здесь есть элементы mid-century, очень красивые люстры, на мой взгляд, они идеально вписываются в эту концепцию. А расскажи, вот когда ты делаешь обычно какую-то квартиру, ты представляешь, для кого она? Кого представляла здесь ты? Квартиру, как я понимаю, она на продажу. Да, квартира да, на продажу. В конечном счете. Но все равно есть какой-то образ будущего жильца. Вот кого представляла здесь ты? Я представляю себе, что здесь покупатели будет, скорее всего, либо один человек, либо пара. Если один человек, скорее всего, это женщина, наверное, средних лет.
Начнем с кухни, наверное, да? Расскажи, что здесь было до на кухне, как она выглядела до ремонта. На кухне был такой цвета, ну, дерево, такой угловой тоже кухонный гарнитур. Очень здесь было тесно, потому что кухня буквально там 5-6 метров была, ну, такая крошечная. Тоже была, кстати, уже перегорожена ну, вот эта вот коридорная история. И вход сделан был вот здесь через арку на кухню. То есть здесь вы, в принципе, ничего не меняли, у вас осталось просто вы убрали заново, арку? Заново выстроили стены, хотя можно. Но планировка была такая же? Ну, примерно. Здесь была арка, здесь не было уже двери. И вход здесь был через гостиную. На кухне был вход через гостиную. Ну, как и сейчас. Да. А расскажи немножко поподробнее про кухню, да, из чего она сделана, какие материалы использованы, откуда она, сколько она стоила. Ну, для своих проектов мы, как правило, используем модульные решения, потому что это быстро и позволяет очень серьезно сократить бюджет. Это стандартная кухня из одного из магазинов строительных. Мы очень часто именно эту кухню используем, потому что здесь все прекрасно с фурнитурой, с доводчиками, и сама по качеству фасады очень устраивают нас более чем. Во сколько она обошлась? Сама кухня без техники обошлась в 105, по-моему, где-то тысяч. Но это угловое решение, и причем верхние шкафчики по обоим сторонам. Ну, их достаточно много, поэтому, мне Да. кажется. А из чего столешница? Ящики. Столешница ЛДСП, но мы ее заказывали отдельно. А по технике здесь давай По пройдемся. технике здесь есть посудомойка небольшого формата 45. Также мы поставили небольшую духовку, да, на 45 тоже. Недавно увидела, что такие духовки существуют. Решили сэкономить место за счет уменьшения техники, для того, чтобы больше рабочего пространства осталось для готовки. Холодильник я выбрала вместительный, тихий и надежный, от славянского бренда Горенье. Он очень удобный, здесь есть большой овощной ящик и много полок. Продукты внутри надолго сохраняют свежесть. Можно закупать фрукты сразу на неделю, не опасаясь, что они испортятся или потеряют вкус. Кстати, дверца холодильника свободно открывается под прямым углом. Я легко могу выдвигать полки и контейнеры как верхнего, так и нижнего отсека. В морозильной камере есть специальная функция для быстрой заморозки. Особенно актуальна для свежих овощей и ягод, чтобы сохранить внутри все полезные витамины, микроэлементы и структуру продуктов. А еще нижний отсек имеет улучшенную изоляцию. Так продукты замораживаются активнее, а электричество расходуется меньше. Также режим энергосбережения можно использовать, когда уезжаете в отпуск. Если вы тоже хотите такой холодильник от Горенье, то переходите по ссылке в описании к видео. А насчет газа, да, вот здесь мы понимаем, да, что нету двери, как ты говоришь, ее и не было, как оказалось, да, это не спорная история с газом ли? С планировкой здесь есть некоторые спорные решения, здесь газ, и действительно нам не удалось от него отказаться, потому что это верхний этаж, и потому что нужно согласование с соседями снизу, для того, чтобы перекрыть этот стояк. Да. Но в то же время мы решили, что такая планировка будет идеальной, функциональной, потому что здесь у нас появляется много места, есть кухня, объединенная с гостиной. Ну, то есть это, получается, спальня, это как раз та жилая комната, которая огорожена дверью, а это, получается, нежилая зона. А расскажи про фартук, он у тебя сделан тоже так необычным образом, я смотрю, там и покраска, и плитка, и еще какой-то кантик интересный. Да. Поскольку здесь у нас был небольшой косяк, нам выложили фартук до того, как установили кухню. И нам пришлось поднимать высоту фартук, потому что одна плиточка, как мы ее изначально планировали, казалась как-то странно. Слишком короткий. А две, оно слишком высоко, но не до конца. То есть ни то, ни сё. То есть ты намеренно хотела сделать половину под покраску? Я хотела сделать половину, да. Но поскольку плитка залезла сильно под столешницу, пришлось колхозить. И я предложила сделать половинку плитки. Наш прекрасный
подрядчик по ремонту, он решил все-таки сделать торцом наружу, то есть с пилом, срезом этим. И получилось неровный край такой, как заборчик. Поэтому нам пришлось дальше искать вот этот кантик для того, чтобы все стало ровненько, красивенько. А он металлический? Нет, он тоже керамический, просто глянцевый. Выглядит необычно на самом деле, как будто это специально сделано. Да, получилось интересно. Ну давай посмотрим по наполнению кухни, да, сколько получилось мест хранения. Давай пооткрываем. Так, это 2 ящика полноценных. Все с доводчиками, Здесь, да? Да, все с доводчиками. Дверцы, ну тут вытяжка. А вытяжка идет в вентиляцию или у нее угольный фильтр? Вытяжка там в вентиляцию, да. Там все подведено. Вот. Так, вытяжка, соответственно. Дальше шкафчики. А угловой, он здесь вот вот там туда место еще, можно, да, да, в глубине спрятать. есть? Угу. Здесь, соответственно, для посуды. И еще 2 полноценных. Ну, тут достаточно много получилось хранения. Еще Да. внизу, получается. Ящики, посудомойка. И ручки, получается, тоже вот сверху, я смотрю, достаточно необычным образом закреплены, как будто не посередине, да, не оцентрованы. Для того, чтобы не путались, потому что и непонятно, с какой стороны дергать, я люблю, когда они все-таки обозначают угол, с которого стоит открывать. Скажи, я подсмотрела, у тебя там еще розетка есть. Для чего она? Да, верно. В этом шкафчике мы предусмотрели розетку для того, чтобы расположить там микроволновку. Она влезет? Она влезет. Есть эти стандартные шкафчики, подразумевают размещение микроволновки. То есть все замерили, да? Да, у нас уже был опыт. Это прекрасно позволяет спрятать лишнюю технику. С глаз долой. С глаз долой, да. Ну, пользоваться удобно. Что на полу? На полу кварц-винил. Он как в мокрых зонах себя ведет? Прекрасный материал, который можно стелить, хотя, хоть там в ванной комнате, и это все очень практично. При этом он выглядит как паркет, и тут потрясающая укладка елочкой, которая придает вообще вот этот, ощущение, что действительно такой хороший паркет. А нужна какая-то подготовка особая под кварц-винил, нет? Должен быть же очень ровный пол. Нужен ровный пол. То есть вы заливали, да, стяжку? Да, делали? здесь полностью все делалось, выравнивание стен, стяжка, все очень качественно, с технадзором на каждом этапе, поэтому тут все хорошо. Ну тогда, получается, это хорошая сумма, в которую вы уложились, с учетом вот этих всех черновых историй. Да. Давай перейдем на окна, посмотрим, что у нас на окнах. Такое интересное решение с откосами, оно сразу бросается в глаза. Я мечтала сделать именно такие цветные откосы, и вот на этом проекте, наконец, мы это осуществили. Деревянные подоконники. А из какого дерева они? Это, по-моему, это сосна. Не супер какой-то твердый материал, но общее впечатление с деревянными подоконниками, оно уже на порядок лучше, чем обычные пластиковые, чем какие-то. А это дорогое решение? Сколько оно вышло? Это очень бюджетное решение. Это просто нужно купить массив, подоконник из массива дерева, там любой породы, и покрытие либо маслом, либо лаком. Здесь мне не очень нравится, как получилось то, что оно поблескивает. Я бы хотела более матовую поверхность, но так расстарались наши подрядчики. Получилось более практично в итоге. Ну да, потому что у многих рассыхаются на самом деле такие решения. Мне кажется, что лаком это как-то более надежно выглядит. Да. А какую краску использовали на откосах? Это моющаяся краска. Очень сложный был период подбора краски. То есть именно этот оттенок мы заколеровали 8 разных баночек, литровых баночек, с разными оттенками терракотового. Чтобы добиться такого. Выбрать именно тот терракотовый, который нам нужен. С разных палитр. А потолки натяжные здесь? Потолки натяжные, да. По всей квартире, да? По всей. А по сценариям освещения давай здесь пройдемся. Какие есть на кухне? Да, здесь есть подсветка, соответственно, точечные светильники и светильник над столом. А он не винтажный? Он новый, но под винтаж.
И столовая зона, она получается как бы на стыке двух помещений, да, кухни и гостиной. Стол не раскладывается? Стол не раскладывается, он собирался отдельно. Здесь чугунные подстолья и из массива круглого столешница, которую мы тоже самостоятельно покрывали. А подстолье какое-то историческое, нет? Оно выглядит таким? Оно тоже выглядит, да, под но это тоже, да, новодел? Но это тоже новый, да. Угу. Ну и стулья, соответственно, тоже такого Стулья, винтажного плана. Да, стиль сохраняем, но новые абсолютно стулья. У In My Room есть свой телеграм-канал, в котором вы найдете интересные интерьерные решения, скидки и акции от партнеров, а также анонсы следующих выпусков. Давай поговорим про гостиную, но прежде чем поговорим про гостиную, я хочу посмотреть на балкон. Да? Вы там что-то меняли? Балкон остался с прежним остеклением. Здесь мы сделали вагонку, деревянную вагонку, и положили декинг. Это что такое? Расскажи. Декинг — это вот такие вот деревянные штучки, квадратики, которые используются для дачного там настила. Они не боятся влаги, переносят любые погодные условия, и их можно использовать как снаружи, так и внутри, на балконах, на террасах, верандах. А что под ними? Ну, под ними там просто бетонная плита. То есть под ними расчищенная, да? Там никакой да. ни плитки нет, ничего, просто Да. на бетон. Поняла. А окна вообще не меняли во всей квартире, Окна да? нет, окна были, нам с этим повезло, окна здесь остались предыдущие, мы поменяли только фурнитуру, батареи здесь тоже были новые. То есть на это тоже деньги Да, не тратились. да. Тут такая еще розетка интересная рядом с батареей. Для чего она? Розетку мы ее... Ну, тут очень удобно, можно сесть на подоконник, почитать, понаслаждаться видом из окна, поэтому, возможно, кто-то захочет поработать с ноутбуком или с телефоном. То есть вы специально с этой целью намеренно сделали здесь розетку? Вообще, розетка здесь появилась как бы случайно. Изначально я планировала, что здесь будет выключатель, но выключатель мы перенесли на балкон все-таки, потому что это оказалось очень низко. Здесь включается освещение. А на балкон вы проводили освещение или там оно было? Да, уже? мы его провели. Угу. И здесь вагонку тоже обшили сверху. Все откосы. Тоже такое место для чила. Но он не утепленный, да? Он не утепленный, да. Но там тоже приятно наслаждаться видами в летний сезон, в теплый. Очень атмосферное место. Давай перейдем на зону гостиной. Здесь она тоже такая достаточно яркая. Но сперва давай поговорим про отделку. Стены у нас под покраску здесь? Стены под покраску, да. Все стены в квартире выполнены под покраску, выведены. И достаточно яркие акценты. Вот как раз яркий диван, яркое панно, такое интересное, плюшевое. Панно, да, ручная работа. Сами делали? Да, я сама. А из чего, расскажи? Это мебельный щит, который мы вырезали по нужной нам форме. Супруг помог. Потом там поролоновый слой и ткань, которая мебельным степлером закрепляется. Так необычно такое вышло решение. Да. И диван такой достаточно яркий. А он раскладывается? Диван раскладывается, да, полноценное спальное место для 2 человек. И давай тогда по освещению пройдемся. Расскажи, какие сценарии здесь есть. Есть локальное освещение, это самое любимое. Есть торшер для того, чтобы было уютно почитать книжку, расслабиться, возможно, после рабочего дня. Есть настольная лампа в зоне, где будет, возможно, телевизор. Там все выводы под телевизор также созданы. И верхнее освещение, прекрасная люстра, которая, несмотря на очень низкие потолки, здесь вполне успешно вписалась. Если, конечно, это будет не 2-метровый человек, но 1,90 м уже вполне. А сколько здесь потолки по высоте? Потолки здесь в итоге вышли 2,40, то есть прям совсем. Это уже после натяжных? Да. А до этого сколько были? До этого, 2,48 где-то так. То есть совсем небольшой. Стяжка и потолок, да, который тоже забрал, к сожалению. Дом проседает, поскольку ему уже 60 лет, он проседает внутрь, и плита наклоняется. Ничего себе, и это вот вы эта плита при ремонте и обнаружили? Там перепад очень серьезный, то есть там порядка 14 сантиметров перепад с высоты с коридором.
отсюда. И вам пришлось выравнивать Нам это в счет пришлось выравнивать, высоты здесь? Да. А это нормально, да, потому что он усаживается, это не опасно, ничего? Это не опасно, дом, он находится в хорошем состоянии, но здесь через 5 лет планируется еще капитальный ремонт коммуникации, что-то будут тут еще менять. В прихожей тоже зеркало аркой. Я люблю выбирать зеркала очень большого размера, чтобы можно было себя видеть даже в маленьком прихожей, в маленьком пространстве с ног до головы возможно было увидеть. Также здесь есть вот эти вот панно, которые перекликаются с теми, что находятся в гостиной. Тумба, на которую можно было поставить сумки, положить ключи и всякую мелочевку убрать в ящик. И есть вот такой вот прекрасный пуф, тоже яркий. Тоже яркий, тоже в таких игривых цветах квартиры. Он очень интересный, подходит как для прихожей, так и в детскую такие решения можно использовать. Такой оригинальный получился. Здесь, получается, какая-то несущая конструкция, да, и вы решили ее выделить, и тут наполовину выкрасить дверь. Да, не наполовину, она немножко меньше, на и треть куда-то ведет эта дверь. А какая тут была изначальная планировка? Вы тоже меняли в прихожей стены? Да, здесь была очень узкая, вот здесь вот начиналась стена, потом здесь был проход сюда и в санузел. В санузле мы тоже расширили его для того, чтобы поместилась стиральная машина, и над ней там очень большое место для хранения, для всякой всячины. Расскажи, что за твоей спиной за жалюзийная дверка такая интересная, выкрашенная в цвет стены. Жалюзийная дверка, здесь все счетчики, и здесь еще звоночек. И также розетки для роутеров, которые здесь можно расположить. Ниша была? Нет, нишу мы сделали сами. Здесь как раз была вот еще вот такая штука. Мы решили, что достаточно будет такой хорошенькой ниши для того, чтобы функциональные все вот эти вот технические штуки разместить и закрыть с глаз долой. Это такое тоже бюджетное достаточно решение, да? Да. Видите, что здесь обычная дверка жалюзийная, которую мы выкрасили в цвет стен. А дверь меняли входную? Да, дверь меняли, дверь и здесь, и в тамбуре там обновляли дверь, чтобы все это было красиво. Тамбур перекрашивали также. Домофончик. Все как у людей. Да. И что же за этой дверью? Давай посмотрим. Куда же вешать верхнюю одежду? Потому что я вижу, что в прихожей нет для этого места. Здесь полноценная гардеробная. Она достаточно просторная. Мы не стали ее заполнять всеми местами для хранения, чтобы оставить возможность сделать это будущему собственнику под свой там. С виду она достаточно вместительная. Она вместительная. Здесь можно расположить и тут, получается, и здесь все шкафы. Но это одна из гардеробных, а вторая еще больше. Мы увидим ее чуть попозже, да. Здесь мы поставили рейл для того, чтобы можно было хорошо себя чувствовать, повесить одежду. Здесь мы также поставили пока что временную обувь, потому что в зоне прихожей она в момент съемки нам немножко мешала. Да, но это вы намеренно, да, сделали, что в прихожей не надо вешать ничего, да, сразу прошел, оставил вещи и закрыл здесь с глаз долой. Небольшое расстояние, да, поэтому логично, что одежду будут сюда выносить. И никакого бардака в прихожей. Да, никакого визуального. А здесь не было, кстати, случайно антресолей? Здесь ее не было вообще изначально. Здесь была уже гостиная, получается. Ага, то есть вы чуть от гостиной мы откусили, да, от гостиной в пользу вещей. Для того, чтобы они не создавали, опять же, тот Но это действительно шум. нужно, куда-то все складывать. Это необходимо. Кстати, говорят, что в гардеробной комнате нужно делать вентиляцию. Мы ее здесь не предусмотрели, а вы, я надеюсь, уже с этим опытом сможете ее предусмотреть на будущее. В следующем проекте мы, конечно же, исправимся. У In My Room есть теперь еще и подкасты на разные темы, начиная от интерьеров и заканчивая растениями. Ссылку вы найдете в описании. Подписывайтесь, слушайте и наслаждайтесь. Давай зайдем в санузел. Скажи, вы его выстраивали полностью с нуля заново, да? Да, все перегородки были выстроены То есть он абсолютно по-другому выглядел до этого? Он выглядел маленьким, стандартно, там он был совмещенный, все в нем внутри, но мы сделали инсталляцию
сделали вот такую интересную столешницу из карагача и на ней накладную раковину. Очень понравилась, кстати, модель раковины, при том, что она стоит прям совсем очень бюджетно. Фурнитура черная, соответственно, меняли здесь также и ванну, облицовывали все плиткой. И вот здесь есть такая прекрасная ниша, функциональная. Я очень хотела ее закрыть дверцами, но мы что-то там ломали голову так и сяк и решили, что оставим это все уже будущему нашему владельцу. Возможно, он захочет сделать, возможно, оставим здесь свободное место. В целом здесь две дверцы по 34 сантиметра, они прекрасно открываются и не будут мешать. Можно добавить полки на самом деле. Да, здесь добавляются полки, здесь можно, в принципе, повесить бойлер, если захочется, но мы решили обойтись. А по отделке здесь краска уже влагостойкая, наверное? Краска влагостойкая, да. Он тот же оттенок, что на откосах? Тот самый оттенок, что на откосах, да. А затирку подбирали под этот оттенок? Да, я захотела, чтобы у нас был контраст и такая игривость небольшая. И поэтому, да, здесь такое достаточно яркое, но и интересное, на мой взгляд, решение. А скажи, вот такой нарядный плинтус получился. Здесь он из какого материала сделан в мокрой зоне? Везде плинтус из дюрополимера. Он влагостойкий. Во всей квартире? Да, во всей квартире. То есть его можно класть... Ударопрочный, можно хоть куда. Вообще здесь нам, хотя мы не планировали, тут наши подрядчики сделали еще выводы под подсветку. Мы сказали, нам подсветка не нужна, но, возможно, будущие собственники захотят ее там сделать. А доступ к коммуникации в ванне, вон я вижу лючок Доступ, есть. да, люк. И, соответственно, здесь тоже все коммуникации. А можно открыть? Инсталляции. Да, наверное, я смогу это сделать. Как-то она тут... Сейчас я разберусь с этой штукой, потому что я... вот. Вот. Такая. Аккуратненько так все. Да. То есть полностью меняли тоже здесь все коммуникации? Да, полностью меняли. Так. И я вижу, что в экране ванны есть такой промежуток, куда можно, да, если что, чтобы ногами не биться. Тоже прикольное решение. Это прям мой пунктик. Я терпеть не могу, когда в ванну упирается вот этот вертикально вниз. Здесь хотя бы небольшой, но есть. А сколько сантиметров оставили отступа? Здесь, похоже, сантиметров 6-7. Не очень большой, но так удобнее будет пользоваться ванной. Поняла. Что здесь по освещению? Мы оставили только точечные светильники, функциональные, влагостойкие, которые исполняют чисто функцию освещения. Да. И больше нету освещения? Декоративные не ставят, да, делать. Здесь достаточно комфортные для восприятия освещения. Ну вот мы оказались в спальне, она тоже такая достаточно большая. Вы тоже тут переделывали, да, планировку ее? Да, мы отодвинули стену, вместо 2,5 стандартных там у нас получилось 2,70. То есть 20-30 сантиметров где-то мы тут выкроили. Все ли удалось, все ли решения, которые вы запланировали, удалось здесь осуществить? В целом, да. Есть тут один косяк, о котором я узнала уже на завершающей стадии, когда мы уже приехали все декорировать. Здесь есть розетки. Наш прекрасный подрядчик посчитал, что людям, лежащим, наверное, в кровати, будет удобно смотреть телевизор, расположенный напротив. Я против телевизора в спальне, вообще изначально всегда категорически. Для телевизора есть место в гостиной, а здесь, на мой взгляд, это было очень странным решением, поэтому мы нарисовали вот такой вот холст, повесили, чтобы скрыть эту красоту. Ну, может быть, кому-то будет действительно актуально. Ну, возможно, да. Розетки предусмотрены. Еще у нас изначально по проекту планировался небольшой столик консольный в зоне, там, в углу у окна, и кровать планировалось, что она будет сюда сдвинута немножко. Но мои коллеги-соинвесторы посчитали, что будет тесно, когда выстроили перегородки, им показалось, что места совсем мало,
и поэтому решили отказаться от этого решения. Хотя, на мой взгляд, все бы влезло. Расскажи немножко про концепцию цветовую. Здесь также цветные откосы, как и в гостиной и кухне. Мне очень хотелось это решение здесь повторить. Ну, в целом, чтобы всю квартиру связать единой стилистикой, да. Здесь зеркало над кроватью, которое, на мой взгляд, очень хорошо и легко там эту комнату освежило. Бра, тумбы и кровать достаточно легкая для этого небольшого пространства. А сколько она в ширину? Это 160. Комфортно для 2 человек, но не супер там широкая, которая все-таки для больших по размеру спален. Также деревянный подоконник из массива и кондиционер, как и в гостиной, здесь тоже мы его предусмотрели. Тут же вторая гардеробная, о которой мы говорили раньше. Сколько она получилась здесь? Прям совсем большая, во всю ширину, получается 2,70, здесь 1,10 м, по-моему, где-то. Тоже оставили ее пустой с правом выбора будущего покупателя. Мне прям можно гулять. Она очень большая. И здесь выводы, я смотрю, да, оставили. выводы под зеркало с подсветкой. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных решений для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего выпуска In My Room, то пишите на эту почту, присылайте фотографии готовых интерьеров, и, возможно, вам повезет, и уже следующий выпуск запишет именно с вами. Вот и подошел к концу наш рум-тур. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, я очень постараюсь на все ответить. Пока-пока!